В момент, когда я понял, что мой сосед по палате жить уже не будет, я перестал понимать, как работает система. К этому моменту он уже не мог встать с кровати, он не мог сам себе помочь, он не мог сделать абсолютно ничего для себя. И в моем понимании, естественно, ему должны были в этом всем помогать. Но врачи перестали суетиться вокруг него вообще. В моем понимании это выглядело так, будто на него просто забили. Но на самом деле они просто понимали, что его уже нет. К нему все чаще начали приходить родные, они пытались разговаривать с ним, но он уже не отвечал, он просто лежал и молча смотрел в одну точку. Они пытались скрывать от меня свои слезы. Я хоть и не мог уже тогда нормально ходить, но тем не менее я вставал и как-то шкандыбал в коридор, чтобы они могли побыть наедине и чтобы могли позволить себе эти слезы. А когда они уходили и мы оставались вдвоем в палате, мне ставало даже страшно. Я постоянно следил за ним, я смотрел, дышит ли он, все ли у него в порядке. Хотя еще совсем недавно я сам лежал в койке, и врачи по несколько раз в час приходили посмотреть, жив ли я. А уже через какое-то время я делал то же самое по отношению к нему. Иногда он пытался тихо что-то мне бормотать, дать понять, что он от меня хочет. Но крайне редко у меня получилось понять, хотя я реально всегда искренне хотел ему помочь. Ну и потом вперемешку с этим всем начался вообще какой-то абсурд. Раньше я думал, что чтобы посмотреть на животных, люди ходят в зоопарк. А оказалось, что очень просто самому стать обезьянкой в клетке. Когда ты мешок костей, просто обтянутый кожей, с ужасным видом, а рядом еще один, желтый как лимон, с запавшими глубоко глазами, от слова вообще не похожий на живого человека. И к нам, таким красивым, в палату заводят молодых студентов в чистеньких белых халатах. Посмотреть, как выглядит фактически конец. Ну и, наверное, задать вопросы, которые, на мой взгляд, по ихнему виду, они просто боялись нам задать. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, в чем была цель ихнего визита, для чего все это было сделано, чего они хотели этим добиться, какую пользу из этого извлечь. Скажу сразу, я без претензий, я сам лично дал на это свое согласие, но это не меняло всей абсурдности всего происходящего. Мы в тот момент с соседом выглядели так, что слова были не нужны, никаких объяснений, никаких диагнозов, ничего. Достаточно было просто посмотреть на нас. Мне даже показалось, что часть из этих детишек, студентов, даже на минутку задумались, ту ли профессию они выбрали. Но спустя какое-то время они даже попытались что-то спросить. Самые простые вопросы, дежурные. Как вы себя чувствуете? В этот момент мне стало реально даже смешно. Смешно от самой сути всего происходящего со мной в этой палате.
Ну, а потом они просто ушли. А мы остались в палате. Я, мешок костей, мой умирающий сосед. Ну, а через несколько дней не стало и его. А дальше в эту палату просто привели следующего.